подкаст «Поговорим» с Вероникой Никитенко. Живые беседы и ответы на все ваши вопросы. Слушай, размышляй, подписывайся, открывай новые горизонты вместе с нами. Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и подкаст «Поговорим». Я готовилась к этому подкасту, честно говоря, достаточно продолжительное время, потому что у меня внутри была большая дилемма. Будем ли мы обсуждать тему внутренней наполненности и влияния этого внутреннего состояния на появление в нашей жизни различных кризисов, или же мы поговорим только про кризисы в отношениях. И в сущности ситуация сложилась таким образом, что тема кризиса в отношениях перевесила внутреннюю наполненность. Однако к теме внутренней наполненности, я думаю, что мы еще вернемся, и я запишу такой подкаст. А сегодня, в течение ближайшего часа, мы будем говорить, почему же некоторые отношения переживают кризисы, вообще свойственно ли всем людям в отношениях переживать кризисы, или это зависит от каких-то факторов. И что за кризисы в конечном итоге мы все проходим, когда находимся в длительных отношениях. Устраивайтесь поудобнее, не переключайтесь и давайте начинать. Начнем с определения. Кризис в отношениях обычно это такой период, когда пара сталкивается с достаточно серьезными трудностями, и эти трудности ставят под угрозу само существование отношений. Проявляется это у всех пар по-разному. Это могут быть какие-то конфликты, это может быть отчуждение, это может быть утрата сексуального контакта или утрата тактильности. Это вообще общее чувство, что вы отдаляетесь друг от друга, между вами растет какая-то стена, и появляется устойчивое непонимание друг друга. Очень важно понимать, что на самом деле кризис – это не обязательно конец ваших отношений. Действительно, бывают такие отношения, в которых кризис – это начало конца, но бывают и такие истории, когда кризис – это всего лишь повод задуматься о том, насколько вы действительно ценны друг для друга, насколько вам ценно то, что у вас было, и насколько вы хотите что-то поменять друг в друге для того, чтобы начать новую историю. Опять же, говоря о теме «поменять друг в друге», у меня базовое устойчивое ощущение, ну и, наверное, профессиональный опыт все-таки, что изменить что-то внутри пары можно только в том случае, если оба партнера хотят этих перемен. И ни в коем случае нельзя думать о том, что вы можете своим поведением повлиять на поведение партнера таким образом, что этот человек изменится. Все, что вы можете изменить, это только вы сами. Поэтому, когда мы говорим о кризисах, мы должны понимать, что вообще типичные, наиболее распространенные и известные нам кризисы – это вот классика жанра. Кризис первого года совместной жизни, да, кризис рутины, когда вы уже 3-5 лет находитесь вместе, когда все уже настолько предсказуемое, когда исчезает какая-то острота чувств, новизна исчезает. Потом пресловутый кризис 7 лет, потом кризис среднего возраста и кризис так называемого пустого гнезда, когда дети разъезжаются, и вы остаетесь наедине с собой. Но мне кажется, за этими общепринятыми кризисами на самом деле есть гораздо более важные кризисы, которые чаще всего возникают в отношениях и о которых нужно знать, потому что все эти кризисы в конечном итоге берут начало внутри каждого из вас. И я выделила самые, наверное, типичные для меня, для моей практики кризисы, с которыми я сталкиваюсь в своей работе. Первый кризис – это кризис утраты смысла. Личный какой-то кризис утраты смысла. Смысла не в отношениях, а смысла в самом себе. Когда человек находится в состоянии какой-то депрессии, апатии, меланхолии, связанной с тем, что он испытывает эмоциональное выгорание от своей работы, что он испытывает какую-то профессиональную деформацию, что он испытывает какое-то очень сильное давление внешней среды, и человек настолько устает, настолько теряет вкус к жизни, что единственное, что ему подходит, это прийти вечером домой, занырнуть куда-то в свою нору, ни с кем не разговаривать, не общаться,
не проводить время вместе на выходных, отказаться от совместных отпусков и вообще максимально дистанцироваться от семьи и от своего партнера. Второй кризис – это вообще классика жанра. По моему мнению, это финансовый кризис. Когда мужчина теряет работу, когда он падает в состояние глубокой депрессии, или когда у него все в порядке с работой, но уровень дохода не растет, остается на одном и том же уровне, и женщина начинает предъявлять претензии, начинает требовать. В конечном итоге это разворачивается в такой огромный конфликт, который приводит пару, как правило, к расставанию. Третий кризис – это как раз кризис личностного роста. Это все кризисы 40 лет, это все кризисы уже более взрослого периода, когда седина в голову без, как говорится, в ребро. Второй кризис – это сомнения в том, нужны ли мне эти отношения, нужен ли мне этот человек, а нужен ли я себе сам. Он проявляется в дистанцировании, в нежелании обсуждать какие-то темы. Человек испытывает потребность закрыться. Он может быть в контакте с вами, но при этом категорически избегает любых обсуждений достаточно сложных. То есть невозможно ни о чем поговорить, невозможно тем более договориться, потому что наступает игнор, молчанка, какие-то еще вещи. То есть в теме этого кризиса основополагающим элементом являются какие-то личные трудности, которые человек скрывает и не хочет рассказывать. Это тема про личную уязвимость, про страх оказаться человеком, которого может унизить не только внешняя среда, но еще и самый близкий человек, с которым ты делишь, как говорится, свою постель. Следующий кризис, который тоже довольно часто встречается в паре, это кризис, связанный с сексом. Когда начинает падать частота близости, когда начинает падать либидо, это возникает либо вследствие каких-то гормональных сбоев у женщины или вследствие каких-то физиологических проблем у мужчины. В общем, на самом деле причин масса. И это та самая история, которая говорит о том, что мне нужно там каждый день, а ему или ей нужно один раз в месяц или вообще не нужно. То есть вообще фактически исчезает физическая близость, и это вызывает массу негативных эмоций и переживаний, вплоть до того, что люди начинают искать себе отношения на стороне, либо использовать какие-то другие нетрадиционные, скажем так, техники удовлетворения. Следующий кризис, который тоже довольно часто встречается в отношениях, это, кстати, вот интересная вещь. Я вообще на самом деле не знаю, кризис ли это или это что-то другое. Но это такая история, которая часто встречается, когда женщина вдруг чувствует, что у мужчины пропадает к ней интерес, она требует больше любви. То же самое, в свою очередь, относится и к мужчинам, когда мужчина начинает в буквальном смысле преследовать свою партнершу, пытаться получить от нее хотя бы какой-то эмоциональный, прежде всего, отклик для того, чтобы утвердиться в чувстве того, что я любим и так далее. Я не знаю, на самом деле, можно ли эти вещи рассматривать как кризис. Скорее, это не кризис, а следствие некоего дистанцирования друг от друга, утраты вот этого поля эмоциональной близости, которая бывает на ранних стадиях отношений и впоследствии может немного затираться благодаря вот этой рутинности и будничности, в которой мы живем. То есть если на начальном этапе отношений пары обычно ходят на какие-то свидания, у них какие-то совместные времяпрепровождения в виде поездок в отпуск, что-то еще. Чем дальше они идут вместе по дороге жизни, появляются дети, какие-то еще обязательства. И вот эта история свиданий вроде как исчезает. Да? То есть люди начинают настолько притираться к этому быту, что фактически забывают о том, что они пара. Вот. Ну и плюс я бы здесь выделила еще такой главный акцент, когда мужчина начинает больше внимания обращать на других женщин, но не на свою жену. То есть он вроде как перестает видеть в ней ту самую женщину, которую он когда-то встретил, которую он когда-то прямо-таки
любил трепетно всем своим сердцем, она вот становится для него чем-то таким, не знаю, обыденным. Вот в этом случае, да, наверное, можно сказать, что это тот самый кризис, который можно отнести к категории кризис отсутствия новизны, когда нам хочется чего-то нового, нам хочется каких-то новых эмоций. Ну и следующий момент – это не кризис, а скорее всего хроническая проблема, на мой взгляд, это неумение коммуницировать и слышать друг друга. И именно эта вещь на самом деле лежит в основе проблем всех пар, которые так или иначе начинают испытывать проблемы в отношениях. Потому что неумение коммуницировать – это прежде всего неумение слышать человека, это история про бесконечное додумывание и взгляд на слова и на действия партнера сквозь призму своих собственных психологических каких-то состояний, проблем, ощущений и так далее. Так вот, почему вообще возникают кризисы? Давайте поговорим об этом. Почему возникают кризисы? Начнем с самого первого и самого важного фактора, которым большинство пар вообще пренебрегает и даже не обращает на это внимания. Это свойственно и мужчинам, и женщинам в равной степени. Это ожидания. Ожидания от партнера. Нереалистичные ожидания, которые рождаются у нас благодаря каким-то внутренним нашим переживаниям. Представьте себе историю, которая возникает достаточно часто у всех. Вы находились в каких-то отношениях, в этих отношениях случилась какая-то неприятная история, какая-то большая проблема, отношения распадаются. Может быть, вы какое-то время находитесь одни, может быть, нет, может быть, сразу встречаете своего будущего партнера. И у вас начинается контакт, начинается общение, потом возникает романтическая связь. И все это время фактически вы находитесь в отношениях исключительно потому, что пытаетесь залечить какие-то свои эмоциональные травмы, полученные вами в предыдущем партнере. Ничего у вас внутри не изменилось. Вы можете все точно так же, как раньше, хотеть любви, хотеть, не знаю, какой-то заботы, хотеть внимания. И за этими своими потребностями вы просто не видите лица и характера человека, с которым пытаетесь строить контакт. Соответственно, вы ждете от этого человека одной главной вещи. Я хочу, чтобы он удовлетворил или чтобы она удовлетворила мои эмоциональные потребности. То есть, по сути, закрыли какие-то дыры внутри вас, заполнили какие-то пустоты, которые вы не в состоянии заполнить самостоятельно. Опять же, не в состоянии в буквальном смысле означает, что вы просто не хотите над этим работать, потому что вы привыкли к тому, что вот какие-то ваши внутренние состояния должен заполнять какой-то другой человек. К этому кризису очень часто, к этой причине, вернее, приводит общепринятое такое клише и ярлык под названием «я хочу сделать тебя счастливой» или «счастливым». Невозможно сделать какого-то человека счастливым или счастливой, если ты изначально несчастлив или если другой человек, с которым ты входишь в контакт, несчастлив сам по себе. Потому что единственный залог здоровых отношений – это обоюдное личное счастье двух людей, которые встретились и которые что-то пытаются сделать. Но основная проблематика кроется в том, что когда мы строим отношения, мы в большинстве своем не понимаем каких-то очень важных вещей о работе людей в принципе. И, естественно, о работе себя самого. Как я устроена, чем я живу, а чего я хочу, а что во мне происходит. Большинство отношений начинается сугубо только с влюбленности и страсти. То есть нет возможности и времени для формирования поля какой-то эмоциональной, прежде всего, близости, где вы можете понять, что вы из себя представляете, насколько вам будет комфортно друг с другом. И, к сожалению, большинство пар разводятся именно по этой причине, что когда-то отношения были созданы, вот мы влюбились, мы встретились, или у нас там возникла дикая страсть, а потом со временем очень быстро, как говорил великий Фредерик Бекбедер, любовь живет 3 года, и через 3 года все завяло, а мы уже не можем разойтись, потому что у нас уже есть какой-то багаж, который терять страшно или не хочется терять, и мы начинаем влачить вот это горькое существование друг с другом, погружаясь в бесконечные скандалы и в бесконечные ожидания, что вдруг случится чудо.
у вас кто-то появится, или у вашего партнера кто-то появится. Или есть еще и такие случаи, когда у некоторых людей есть желание, господи, вдруг что-то случится, и он просто исчезнет, или она просто исчезнет. И проблема в том, что изначально люди во время вступления в отношения совершенно не хотели думать о том, на что они себя обрекают. То есть казалось, что до конца наших дней я буду чувствовать себя круто, классно, потому что я буду устроена, или там обо мне будут заботиться, или что-то еще. То есть какие-то вещи, которые на самом деле человек не планировал вам давать в силу того, что у него были какие-то свои ожидания или у нее были какие-то свои ожидания. Второй момент очень важный – это недостаток коммуникации. То есть когда люди не могут вообще в принципе разговаривать друг с другом в паре о чем-то. В том числе, самая важная история, не могут разговаривать о своих чувствах и эмоциях. Вот есть такая тема, как застарелые обиды. Вот как вы думаете, откуда она берется? Она берется именно из-за того, что вы не можете сказать человеку свое «фи». Вы не можете сказать, что мне не нравится, когда ты делаешь вот так, или мне не нравится, когда ты говоришь вот так. Но что самое ужасное, в большинстве случаев, даже если вы говорите, что мне не нравится, а ваш партнер или ваша партнерша продолжает делать то, что делал, не обращая внимания на ваши слова, вы все равно остаетесь в этих отношениях, потому что не можете, опять же, уйти по какой-то причине. У кого-то может быть страх одиночества, у кого-то страх утратить все материальные блага, которые у вас есть, у кого-то страх вообще вступить в какую-то административную процедуру расставания, расторжения брака, а у кого-то банально нет денег для того, чтобы после этого расставания или развода комфортно себя чувствовать. То есть изначально мы понимаем, что речь идет о таких людях, которые вступили в отношения, совершенно не думая о том, с кем они планируют строить семью, и совершенно не думая о своих собственных потребностях. Корень этой проблемы лежит прежде всего в абсолютном отсутствии должного уважения к самому себе, в абсолютно каких-то искаженных представлениях о том, каким образом люди строят отношения. Опять же, тема строительства отношений, она подходит для кого? Отношения нужно строить в том случае, если вы вступаете в контакт точно не на основе какой-то общности, идей, взглядов, ценностей, мыслей, интересов, а когда вы вступаете в отношения с человеком, кардинально отличающимся от вас. То есть у этого человека совершенно другие взгляды на жизнь, у этого человека совершенно другие интересы, у этого человека совершенно другие рутинные бытовые привычки и так далее. И вы изначально вступаете в отношения, понимая, что, стерпится, слюбится. Как-нибудь я привыкну, как-нибудь мы приспособимся, вот на это можно не обращать внимания, и на это можно не обращать внимания. В конечном итоге получается ли не обращать внимания на все эти вещи, которые вас бесят? Нет. И вот здесь возникает история про дистантность, когда единственным спасением для сохранения брака является постоянная дистанция. Либо ваш партнер или вы должны постоянно мотаться по каким-то командировкам, чтобы вы не видели друг друга, либо должны находиться какие-то другие причины, когда вы де юре находитесь в браке или де-факто находитесь в отношениях, но на самом деле живете совершенно разной жизнью, то есть не прикасаясь фактически друг к другу. И все, что происходит в таких парах, это как раз, по сути, кризис коммуникации, потому что люди не могут открыто озвучивать друг другу свои желания, ибо точно уверены, что партнер или партнерша их не услышит. Ну и потом не просто не услышит, а вообще может поставить вопрос ребром. Если тебе что-то не нравится, значит, ты можешь собирать чемодан и давай иди отсюда. Потому что либо ты живешь по моим правилам, либо ты не живешь со мной вообще. Причина про внешние стресс-факторы мы ее обсудили в подводке, где я говорила о том, что один из причин проблем в отношениях являются какие-то сложности в карьере, сложности с деньгами. Это очень свойственно прежде всего для мужчин. Отдаление, которое следует за этими проблемами. Особенно в тех случаях, когда женщина имеет такой давлеющий характер с манипуляциями, с ультиматумами, с какими-то истериками, то мужчина не находит поддержки в семье. Ему проще вообще ни о чем не разговаривать, ему проще делиться с кем-то. И, кстати, вот эти вещи являются одними из
тех факторов, которые в конечном итоге могут приводить человека, не знаю, к алкоголизму в лучшем случае, а в худшем случае, не знаю, к другим тяжелым каким-то последствиям употребления разных веществ. Потому что основная наша человеческая потребность – это потребность в безопасности. Прежде всего, в безопасности эмоциональной, естественно, потому что мы вступаем в отношения для чего, на самом деле, если говорить о нормальных людях? Для того, чтобы эти отношения дарили нам любовь, счастье и понимание. То есть вообще личные отношения, они для любви, для заботы друг о друге, для понимания. И ни в коем случае не для того, чтобы мы выясняли отношения, кто прав, кто виноват, и тратили свое время на создание каких-то выдуманных драм. Поэтому здесь, когда в паре существует внимательность друг к другу, когда в паре существует уважение друг к другу и принятие уязвимости друг друга, тогда устанавливается очень хороший контакт. И ваш мужчина или ваша женщина может прийти, поплакать, рассказать какие-то вещи, которые его беспокоят. Вы, естественно, поможете и поддержите. Да, вместе. Вот в этом заключается история вместе преодолеть кризис. Отношения создаются для того, не чтобы вы преодолевали кризисы семейные, а для того, чтобы вы помогали друг другу преодолевать еще и личные кризисы, жизненные. Отсюда регистрация брака подразумевает вот эту фразу и в горе, и в радости. Но, к сожалению, большинство женщин, повсеместно, кстати, не только в выросших, воспитанных в странах постсоветского пространства, но в том числе и за границей, особенно женщин достаточно молодого возраста, почему-то сейчас, я не знаю, какая-то такая нездоровая тенденция, на мой взгляд, складывается. Они воспринимают мужчин как железное абсолютно существо, железный человек, у которого нет права на слабину, нет права на переживания, нет права на слезы, нет права на ощущение какого-то своего давления, эмоций и так далее. То есть в конечном итоге получается, что мужчины, сейчас я говорю о нормальных мужчинах, не тех, у кого проблемы в голове, они не находят понимания нигде, по большому счету. Мало того, что их постоянно прессует внешняя среда, и у человека нет места в жизни, где он мог бы просто прийти и попросить о какой-то поддержке, просто банально выговориться. На самом деле это очень страшная вещь, учитывая тот факт, что большинство мужчин все-таки воспитывают женщины. И это серьезная, наверное, такая вот проблема, которой должна заниматься прежде всего семья, воспитывающая мальчика, заниматься в каком контексте, давать мальчику ощущение и понимание того, что он живой человек, он имеет право на свои эмоции, он имеет право на слезы, он имеет право покричать, он имеет право вообще, в принципе, выбрать такую женщину, которая будет его любить и будет поддерживать. А большинство девочек воспитывается, как правило, в ощущении вот этой вот принцессности. Да? Как в старой сказке, где Инна Чурикова в Морозко красит ее, значит, и говорит «принцесса». А потом такая «ой, не принцесса, королевна». Вот у нас ходят по миру королевны. Королевны ждут принца на белом коне. И по этому миру бродят, собственно, мужчины. Некоторые из них действительно похожи на принца, а некоторые из них похожи, простите, на коней даже иногда по манере поведения или на каких-то других животных. Но и женщины есть точно такие же. То есть, опять же, о чем я говорю? О том, что причины возникновения кризисов так или иначе лежат не в том, сколько лет вы прожили вместе, не в том, что вы утратили интерес друг к другу, а в том, что внутри вас что-то происходит. И вот это происходящее внутри вас влияет на ваши отношения и начинает цеплять партнера. И когда в вашей паре отсутствует полноценная коммуникация, когда вы не можете друг с другом обсудить какие-то гиперважные вещи для вас, то, соответственно, вы не находите понимания. Вы вообще не понимаете, что происходит. Да? И вы начинаете додумывать. Изменяет, не изменяет, любит, не любит, хочет, не хочет. У вас возникают на фоне этих подозрений, на фоне этого отчуждения возникает попытка, не знаю, там, залезть, проверить телефон, проверить переписку, начать слежку, какой-то сталкинг, прослушивание разговоров и так далее. То есть каждый человек изгаляется по-своему. Но в конечном итоге это вырастает до таких глобальных масштабов, когда людям невозможно больше находиться в отношениях нормальных и невозможно даже прийти к какому-то примирению, потому что любой новый разговор в конечном итоге вызывает ужас. Сейчас уходим на короткую рекламу, а потом немножечко поговорим про семейную терапию.
Можно быть полностью довольным своей жизнью. Можно искать себя, можно искать кого-то другого. А можно остановиться и послушать нашу трансгрессивную медитацию и полностью снять все накопившееся напряжение. Хочешь быть счастливым? Будь им. Хочешь узнать о себе что-то новое? Развивай свое образное мышление вместе с нашими медитациями. Это полноценное звуковое путешествие в Марианскую впадину твоего «Я». Ты найдешь там умиротворение, релаксацию, инсайты и многое другое. Выбери медитацию на свой вкус или закажи индивидуальную только для себя. Начну с семейной терапии. Вообще бытует мнение, что семейная терапия помогает сохранить отношения. Но мое сугубо личное мнение говорит только о том, что семейная терапия совершенно бесполезна, пока нет личной терапии у каждого из партнеров. Или пока, по крайней мере, каждый из партнеров сам не разберется в том, чего он хочет. Чего он хочет, чем он недоволен, какие взгляды и так далее. Потому что, когда вы идете в семейную терапию, не понимая себя вообще самого, то, в принципе, итогом и результатом этой семейной терапии чаще всего будет становиться именно бракоразводный процесс, потому что в ходе семейной терапии выяснится, что на самом деле, да я тебя не люблю, да я не хочу с тобой находиться, да я вообще просто так сижу и трачу свое время. С одной стороны, это очень хорошо, когда люди сталкиваются с реальностью и понимают, что на самом деле ничего их не связывает, и они вообще совершенно чужие друг другу. Но, с другой стороны, это история про то, что даже в этих случаях этот развод, эта семейная терапия не могут в конечном итоге ничему полезному вас научить, потому что вы даже не прислушиваетесь к результатам обсуждения с вашим терапевтом. И более того, вы ничего не делаете для того, чтобы действительно что-то изменилось. Вот типичная история большинства пар, которая возникает как раз-таки на 5-7 году жизни, и она в большинстве случаев воспринимается именно как кризис, когда вам вроде как нечего делать дома вдвоем. Когда вам круто и кайфово находиться на расстоянии. Когда вам круто и кайфово создавать иллюзию, что вроде бы как у вас есть партнер, там, муж, жена, у вас есть любовь, вы часто контактируете, не знаю, там, по телефону или вообще не контактируете, есть и такие случаи. Просто можете там прийти 5 минут поговорить и закрываться в какой-то своей комнатке, в своем уютном таком вот мире, где можно заниматься собой. То есть это не кризис периода какого-то вашей совместной жизни. Это как раз та точка отсчета, в которой должно родиться понимание вообще, почему мы находимся рядом друг с другом, да, почему мы здесь. Действительно ли я хочу с тобой находиться? Потому что если мы говорим о любви вообще в принципе, то любовь сама по себе, она предполагает, что у нас есть время, которое мы проводим наедине со своими интересами, если необходимо, и у нас есть достаточно много времени, когда мы проводим его вместе, когда мы занимаемся чем-то вместе, когда мы вместе смотрим кино, когда мы вместе ездим в путешествия, гуляем по парку, не знаю, ходим по магазинам и так далее. Опять же, критерий любви и уважения друг к другу – это поход в банальный супермаркет. Вот идете вы в супермаркете и просто понаблюдайте за парами, которых вы видите. Пары, у которых все в порядке в отношениях, которые уважительно относятся друг к другу, которые ценят друг друга и любят друг друга. От них в супермаркете исходит ореол абсолютного спокойствия. У них нет никаких повышенных раздраженных голосов. У них нет никаких споров относительно того, что мы будем сегодня покупать или чего не будем покупать. У них на кассе все очень гармонично. Продукты они выкладывают из корзины вместе. А не так, что продукты выкладывает только женщина, а мужчина стоит в стороне, и единственная его функция заключается в том, чтобы достать карточку и расплатиться. Потому что любовь – это поддержка, это ощущение общности. Да? Когда есть любовь, есть мы. Есть твои интересы и мои интересы, есть то, как мы их учитываем. А в тех парах, в которых исключительно тема того, что я просто хочу, чтобы у меня были отношения, потому что мне не хочется быть одному, но при этом я не хочу жертвовать свое время на своего партнера, я не хочу заниматься делами партнера, мне неинтересно там что-то еще. Это вот как раз повод задуматься о том, что вы не любите человека, с которым вы находитесь в отношениях. И ваши отношения всегда будут раздираться различными кризисами. И всегда в этих отношениях будут происходить какие-то конфликты, какие-то скандалы. А ведь среднестатистические пары, которых во всяком случае видела я, и наверняка вы видели таких пар очень много. Это пары, у которых хотя бы раз в неделю должен произойти какой-то конфликт. И не просто там конфликт, да, а прям вот конфликт, когда люди спустя время начинают откровенно посылать себя
друг друга матом или говорить какие-то гадкие, обидные вещи. А через несколько дней наступает опять мир. Понятное дело, что для некоторых людей это становится такой очень интересной ролевой игрой. Но в этом случае, наверное, надо понимать, что вы играете, но при этом внутри вас копится очень много эмоций и состояний, которые в последующем, уже при достижении какого-то критичного возраста взросления, приведут вас к очень ужасному и тягостному ощущению ущербности своей жизни. Зачем это все? Вы будете смотреть на пару, у которых все иначе, вы будете еще больше ненавидеть своего мужа или свою жену, и вы будете еще больше завидовать тем, у которых все хорошо. Поэтому, чтобы не допускать этих ситуаций, нужно понимать, вы действительно проходите через кризис или вы просто сталкиваетесь лбом, как говорится, о бетонную стену своей нелюбви. Вы просто живете с человеком, которого вы не любите. И вот когда у вас хватает сил и внутреннего мужества, потому что на самом деле очень тяжело сказать, что я не люблю этого человека. Я просто с ним нахожусь или с ней в отношениях, но у меня нет никакой любви. Если вы все-таки найдете в себе мужество признать это, значит, вы найдете в себе какое-то мужество и какие-то силы разорвать эти отношения и подарить себе шанс на возможную встречу кого-то другого. Но здесь кроется другой страшный момент, который очень страшный для большинства людей. А вдруг я так никого и не встречу? А вдруг я останусь совершенно одна или один? Ну вот она же хорошая, она же вроде как заботится обо мне, она там дома убирает, вкусно готовит, что-то еще. Но при этом человек испытывает сексуальное влечение и эмоции не к той, кто о нем заботится, а к той, кого видит на картинке. Здесь уместно задать вопрос. Мужчины, которые ходят по Инстаграму или по каким-то другим соцплатформам, комментируют фотографии других женщин, ставят им лайки, это история про кризис или история про то, что вы находитесь в отношениях с человеком, который вас не любит? Опять же, тема здоровых отношений всегда берется в самоуважении женщины и, естественно, в самоуважении мужчины. Потому что, когда мы говорим о самоуважении, человек, который уважает себя, не пойдет изменять. Да? Он сначала будет разбираться с тем, что происходит. Если будет понимать, что я вот этого человека не хочу, с которым я строю в отношениях, значит, он будет поступать искренне и честно, и эти отношения разрывать. Но, видимо, в нашем мире слишком мало здоровых людей. Если у нас до сих пор существуют измены и прочие вещи, не существует экологичных здоровых разводов. Так вот, возвращаясь к теме. Если мы говорим о том, как понять, мы действительно переживаем какой-то кризис или мы переживаем какой-то этап, который должен привести нас к расставанию, мы должны обращать внимание на свои собственные ощущения прежде всего. Если вы чувствуете, что вы находитесь в отчаянии, если вы чувствуете, что вы не находите помощи или понимания у своего партнера, если вы чувствуете, что вам страшно говорить о тех вещах, которые действительно для вас важны, если вы чувствуете откровенное неуважение к себе, которое проявляется в каких-то резких, а порой нелицеприятных высказываниях, касающихся вас или ваших детей, если это не общие дети, или если вы испытываете, более того, какую-то угрозу физическому насилию, то, конечно же, это не кризис. Это указание на то, что вы играете в игру с каким-то человеком под названием «У нас есть отношения». Даже если это официально зарегистрированный брак, то ничего в таких парах от отношений давным-давно нет и вообще в принципе никогда не было. Был какой-то этап, который касался романтики, влюбленности, сексуального влечения, но он давным-давно закончен. И теперь вы для того, с кем вы находитесь в отношениях, являетесь тем самым чемоданом без ручки, который и нести невозможно, и выбросить тоже нельзя, потому что вдруг там на черный день что-то мне потребуется, что-то мне пригодится. То есть человек живет свою жизнь, как он хочет,
или как она хочет, но это бывает крайне редко, в основном так делают мужчины. А женщина, она является как вот рыбкой такой прилипалой, можно сказать. Она плывет с ним, что-то там чистит, его перышки, как-то помогает ему лучше жить, но при этом своей жизни у нее нет. Это не кризис. Не кризис, когда человек вам говорит гадости. Не кризис, когда человек не хочет вас слышать. Не кризис, когда человек не хочет вас понимать. Это шаг, это мостик, вернее, к пониманию того, что вас не любят. И со 100% вероятностью я могу вам сказать, что если не любят вас, то не любите и вы. У большинства людей есть масса заблуждений на тему того, что как же так, вот я его люблю, там, а он меня не любит. Нет, не бывает такого, чтобы один человек в паре любил, а второй не любил. Можно по-разному объяснять, да, можно находить какие-то разные аргументы, но когда шаг за шагом вы начинаете анализировать причинно-следственные связи, происходящие в ваших отношениях с самого начала их возникновения до текущего момента, то или вы, или тот, с кем вы работаете, так или иначе укажет вам на вещи, которые точно будут говорить о том, что у вас к этому человеку никакой любви нет тоже. Почему женщины в большинстве своем терпят эти кризисы, да, как они их называют? Потому что страшно лишиться привычных денег, страшно лишиться чего-то привычного, страшно остаться одной. Так обычно, хоть, как говорится, хоть плохонький домой. Да? Вот у всех женщин, которых я знаю, там проблемы с мужчинами, они там одни, а я вот одна. Бывают еще такие случаи. То есть когда происходит такое вот сравнение, берущее начало тоже в заниженной самооценке, когда женщина считает, что если у нее есть мужчина, то все-таки она чего-то, наверное, в этой жизни стоит, потому что она живет лучше, чем остальные. Но на самом деле причин масса. Я назвала только такие самые поверхностные, которые вписываются в тайминг нашего обсуждения. Поэтому надо различать, где кризис, а где не кризис. Вот там, где не кризис, это там, где чувствуется, что у вас параллельные жизни. Это не кризис. Это как раз-таки история отсутствия любви, да, и повод задуматься о продолжении отношений. Когда у вас бесконечно в голове крутятся мысли о расставании, это уже тоже не кризис, это с большой долей вероятности тот самый мост и поиск внутренней опоры для принятия решения о расставании или о разводе. Когда вы не хотите проводить время вместе, когда человек вам говорит, пошли там сходим погуляем, или пошли куда-то съездим, а вы говорите, а я не хочу. Ну, я не хочу, у меня есть какие-то свои дела. То есть, когда один раз вы так сказали, потому что у вас объективно были какие-то важные дела, или у вас объективно было не очень хорошее самочувствие, это, в принципе, нормально. Но когда постоянно, на регулярной основе вы отказываетесь от совместного досуга, и потом в конечном итоге эти попытки организовать совместный досуг вообще прекращаются, это говорит только о том, что эти отношения, они не нужны вам. Может быть, они будут длиться еще там 30-40 лет, вот так вот вялотекущие. И вы так и проживете с человеком, которого вы на самом деле не любите. А может быть, у кого-то из вас хватит мужества, и вы все-таки расстанетесь и найдете себе кого-то другого, кого-то того, кто больше вам подходит. Больше. Мы уходим на короткую рекламу. Не переключайтесь. Иногда все мы нуждаемся в паузе, чтобы отдохнуть или прислушаться к себе, услышать ответ на важный вопрос, найти свой путь или убедиться, что вы уже идете по нему. Откройте для себя книгу «Мистические откровения на каждый день», сборник коротких философских и мистических сказочных посланий. Он станет вашим фарватером. Каждый день новый совет, новое откровение. Пусть ваша жизнь засияет новыми красками. Мистические откровения на каждый день – ваш личный проводник к счастью и гармонии. Пишите нам в Telegram по ссылке в описании к видео и получите отличного собеседника, который всегда будет рядом с вами. С вами снова Вероника Никитенко, и мы продолжаем. Итак, что если вдруг отношения, в которых вы находитесь, действительно для вас ценны? Действительно для вас важен человек, с которым вы находитесь в паре? Действительно для вас важно все, что есть и было между вами?
Действительно, вы не готовы расставаться. Самое, наверное, простое и очевидное, о чем все знают и о чем все говорят, это разговоры. Разговоры о том, что происходит, разговоры о том, что нам делать, разговоры о том, что мы хотим. И предположим, что такой разговор состоялся, что вы услышали своего партнера, партнер услышал вас. В этом случае совместными усилиями вы действительно можете прийти к какому-то пониманию. Совместными усилиями вы действительно можете сохранить, и не просто сохранить, а кардинально улучшить ваши отношения и сделать их такими, какими они действительно могли бы быть в самом начале и вообще которыми они должны были бы быть. Но что делать, если возможностей для прямого контакта с вашим партнером у вас нет? Потому что человек в силу каких-то своих личных причин уклоняется от прямого контакта. Почему мужчины обычно уклоняются от прямого контакта и обсуждения того, что происходит между вами? Потому что большинство мужчин, к сожалению, очень сильно боится подобных тем, боится говорить о своих чувствах и в большинстве случаев даже не столько боится, сколько не умеет. Потому что, повторюсь, мальчиков с детства воспитывают именно в ракурсе железного человека, который не имеет права на эмоции, который не имеет права на какую-то слабость, тем более на проявление слабости. И если эта слабость будет проявлена, то значит реакция женщины будет какой-то негативной. И самое важное, что мужское сообщество вроде как не приветствует в развивающихся странах и в большинстве развитых стран отношение к женщине как к равному партнеру и, соответственно, не приветствует никаких уступок в сторону женщины и их желаний. Но это тоже отдельная глобальная тема для обсуждений. И точно вряд ли она может вылиться в какой-то часовой подкаст. Это нужно сделать серию, прям цикл отдельных программ, в которых надо обсуждать эти вопросы. Но тем не менее, вот вы захотели, вот вы поняли, что этот человек ценен, я тебя люблю, я хочу быть с тобой. Что нужно делать? То есть, наверное, самое первое действие, которое вы должны предпринять для себя, опять же, я здесь сразу скажу важную деталь. Не ждите того, что человек заметит какие-то перемены в вашем поведении и начнет вести себя по-другому. Здесь очень важно понимать, что реакция на ваши изменения может быть разной. Действительно, в хорошем случае ваш партнер может измениться в ответ на ваши действия, соответственно, изменится ваши отношения. И это клево, это говорит о том, что вы тоже ценны. Но если никаких изменений после изменения собственного поведения вы видеть не будете от человека, с которым вы находитесь в отношениях, то это снова то самое указание на то, что ваша пара не имеет перспектив для нормальной, счастливой совместной жизни. И единственное, самое хорошее, что вы можете сделать для себя, это расстаться с этим человеком, какое-то время пожить самостоятельно, вкусить, так сказать, прелесть спокойной, свободной жизни и в случае благоприятного стечения обстоятельств встретить нового человека, с которым вы уже будете все эти способы использовать как раз-таки для построения и для сохранения какой-то гармоничной очень пары. Так вот, первая вещь – это отсутствие каких-то загонов, страхов, игнора, замыкания в себе. То есть первое, что вам нужно делать, вам нужно перестать чувствовать себя заложником или заложницей отношений, в которых вы оказались, заложником или заложницей желаний вашего партнера. Вы должны учиться не жить по правилам другого человека. Вы должны учиться жить так, как хотите вы. То есть если вам не хочется сегодня делать то, что вам говорит или требует ваш партнер, вы озвучиваете это мягким тоном, но при этом достаточно твердо, да, что вот на сегодня у меня другие планы, я хочу сделать вот это, а ты можешь сделать вот это. Но если мы говорим о действиях, в любом случае главная сложность, наверное, которая в таких ситуациях будет стоять у вас на пути, это сложность жить в отрыве
от ваших отношений, сложность жить в отрыве от желаний вашего партнера. То есть на это потребуется достаточно долгое время, когда вы шаг за шагом будете отстраивать свои собственные границы, когда вы будете выходить из позиции созависимого человека или когда вы будете выходить из роли ребенка, будете активно стремиться к роли взрослого человека, который самостоятельно принимает решения, который не боится, опять же, остаться один. Потому что ключевой фактор, который удерживает людей вместе в неблагополучных отношениях, это все-таки страх остаться одному. Это даже не обязательно страх одиночества. Это именно страх взять на себя ответственность за свою собственную жизнь и понять, что отныне все, что касается денег, все, что касается жизненных условий, поездок, каких-то других вещей, вам придется делать самостоятельно. Вот. Когда вы научились видеть все-таки свою свободу, когда вы научились брать на себя ответственность, когда вы перестали зависеть от настроения своего партнера, когда вы научились абстрагироваться эмоционально от каких-то истерик или от каких-то конфликтов, вам становится гораздо спокойнее и гораздо легче. И вы можете попробовать как-то разобраться со своим внутренним эмоциональным миром, понять, чего же вы хотите. Вы все-таки хотите какого-то более счастливого для себя будущего, или вы все-таки хотите биться, не знаю, за главенство в паре, за возможность управлять жизнью своего партнера, или вам дороже ваше эмоциональное спокойствие. То есть важный фактор работы со своим эмоциональным состоянием – это отсутствие драматизма. Это нежелание тратить время на бесконечные слезы и задавание бессмысленного такого пустого вопроса в никуда, почему он так со мной поступает, или почему я так с собой поступаю, или она со мной так почему поступает. Почему? Потому что люди поступают плохо по отношению к нам в том случае, если они нас не любят, если мы для них не ценны. Но базовая история, почему мы так поступаем сами с собой. И если выясняется, что я так сам с собой поступаю, потому что как раз-таки я себя считаю не очень важным в этих отношениях, или потому что мне от этого человека нужны какие-то блага, то это отличный шанс и возможность что-то внутри себя перестроить. Поэтому главный эмоциональный аспект – это попытка настроить вашу коммуникацию на позитивный лад. То есть это значит, что вы должны более пристально следить за тем, как разговариваете, коммуницируете с партнером вы. Как вы строите фразу? Насколько импульсивны вы? Насколько вы провоцируете, может быть, конфликт? Или насколько вы сильно вовлекаетесь в провокации конфликтов, которые устраивает ваш партнер? И если вы начнете владеть собой, если вы начнете владеть своими эмоциональными реакциями, выдерживать какую-то паузу, вместо того, чтобы тут же броситься в эту провокацию и войти в конфликт, начать ссориться, вы можете отойти внутренне и просто дать человеку возможность выговориться, а потом задать какой-то вопрос, который вас интересует, или рассказать о каких-то своих эмоциональных ощущениях, то у вас появится шанс через некоторое время снизить количество конфликтов в вашей паре за счет как раз изменения вашего собственного восприятия этих конфликтов и происходящего. Следующий очень важный момент – это рутинность, будничность. Если вы хотите сохранить эти отношения, вы должны как можно сильнее включаться в вашу совместную деятельность. Вы должны проявлять какую-то инициативу, вы, может быть, должны делать какие-то приятные знаки внимания, оказывать своему партнеру. Обычно как это выглядит? В большинстве своем женщины требуют от мужчин оказания каких-то знаков внимания, да, там цветов, подарков, чего-то еще. Но крайне редко женщины являются инициатором каких-то романтических вещей в сторону своего мужчины. И это очень важный фактор, когда вы обоюдно идете друг другу навстречу. Но, опять же, главное в быту – это совместное разделение обязанностей. Главное в быту, когда вы оба включены в решение каких-то будничных вопросов. Когда вы не перекладываете ответственность только друг на друга, пойти там оплатить коммунальные услуги или сделать что-то еще, а когда вы органично друг другу помогаете. И здесь самым первым, наверное, важным фактором для вас
может стать именно попытка предложить своему партнеру оказать ему какую-то помощь. Да, вот то, что делал раньше только ваш партнер, попробуйте сделать это вы. Попробуйте предложить человеку что-то. Раскрасьте свою рутину, добавьте в нее что-то приятное. Не знаю, попробуйте устраивать какие-то приятные семейные ужины. Попробуйте какой-то сделать такой вот повторяющийся сценарий того, что будет объединять вашу пару, что будет давать вам ощущение именно парности. Организуйте какие-то совместные выезды куда-то. Если есть возможности, если самое важное, есть желание, попробуйте организовывать себе свидание вдвоем хотя бы раз в неделю. Выходить куда-то, а то, может быть, и уезжать куда-то. Опять же, очень многое в вопросе сохранения и укрепления отношений играет вообще стиль жизни, финансовый какой-то контекст ваших отношений, да, то есть какое у вас финансовое положение в настоящий момент времени. Но опять же, даже если вы испытываете какие-то затруднения в вопросах денег, даже если у вас нет возможности каким-то образом выезжать куда-то часто, да, или ходить куда-то, не знаю, в какие-то шикарные рестораны или вообще просто приятные рестораны с хорошей кухней, то вы вполне можете попробовать и дома организовать себе свидание. Когда ваши дети расходятся спать, а у вас начинается свидание. Не знаю, бутылка какого-нибудь приятного вина, какие-то интересные разговоры и что-то еще. В общем, на самом деле способов много. Они разные, они подойдут совершенно разным людям. Здесь вопрос только желания. То есть все изменение в отношениях может начинаться с одного человека. И если для вас дорог этот партнер, то не перекладывайте ответственность только на него или на нее. Попробуйте включаться в этот процесс тоже. Попробуйте быть инициатором, тем человеком, который показывает и говорит, озвучивает, что ты дорог для меня, наши отношения ценны для меня. Я хочу, чтобы мы вот так-то и так-то жили, я хочу, чтобы мы чувствовали себя так-то и так-то. Потому что только взаимное стремление друг к другу может позволить вам действительно ваши отношения улучшить, сохранить и сделать их какими-то прекрасными. Но опять же, повторюсь, в большинстве случаев мужчины не способны сделать первый шаг к улучшению отношений, потому что они так воспитаны. И здесь женщина в силу своей природной гибкости, в силу своей какой-то природной эмоциональности, может быть, даже в некоторых случаях какой-то житейской мудрости, способна остановиться и не доводить ситуацию до какого-то патового коллапса, а все-таки сделать шаг навстречу к мужчине, с которым она находится в отношениях. Но здесь уместно задать вопрос, что же все-таки делать, если ни одно из ваших действий не возымело никакого успеха, если ваш партнер совершенно глух остается к вашим попыткам сохранить отношения, привнести в них нотку чего-то нового. Закономерный итог, к сожалению, расставание. Большинство женщин пытается управлять мужчиной, пытается сохранять отношения, в том числе через манипуляции. Вот они уходят, потом приходят, они лишают их секса, они делают что-то еще, они устраивают какие-то конфликты, они начинают обвинять мужчин в их несостоятельности, какие-то другие вещи. Мужчины тоже так, кстати, делают. Здесь надо сказать, и одна, и вторая сторона вопроса очень хороши в отношениях. Но я напомню, ни одна манипуляция не является фактором или способом, средством, ресурсом, который позволит вам добиться того, чего вы хотите. Даже если ваш партнер откликнулся на вашу манипуляцию, даже если ваш партнер сделал шаг к вам навстречу, и ваши отношения вроде бы как стали прекрасными, все это прекрасное всего лишь ограничено каким-то временным промежутком. Отсутствие манипуляций – это, во-первых, залог здоровья внутри пары, а присутствие манипуляций – это залог нездорового представления о том, что между нами происходит.
И это залог нездоровой самооценки прежде всего. Потому что невозможно удержать человека рядом с собой, манипулируя им или создавая ему или ей какие-то условия, в которых человек должен якобы осознать вашу ценность. Понимаете, в чем парадокс? Если в паре случается какой-то кризис, преодолеть этот кризис и сделать отношения прекрасными можно только в том случае, если ценность ваша в глазах партнера присутствует сама по себе. Но если вы пытаетесь манипуляциями привлечь внимание к себе и таким образом создать в глазах партнера свою собственную ценность, то вы фактически расписываетесь в своем бессилии. Расписываетесь как раз-таки в том, что вы понимаете и чувствуете, что человек, с которым вы находитесь в отношениях, вас не любит. Вы этому человеку не нужны. И опять же повторюсь, и вам этот человек не нужен, как бы это парадоксально ни звучало. И если вы осознаете это и перестанете манипулировать, а зададитесь вопросом, а почему за что я так себя ненавижу, не люблю, прессую, почему я вынуждаю себя находиться в этих отношениях? Зачем мне это? То есть одно дело, если вы в этих отношениях находитесь сознательно, допустим, вы встретили богатого мужчину или вообще какого-то мужчину, который для вас интересен чем-то, или вы встретили женщину, которая вам чем-то интересна исключительно только вот с точки зрения каких-то таких материалистических ресурсов, это другой вопрос. Но если вы все-таки хотите любви, внимания, счастья, то вам придется выбрать. Либо вы выберете себя и свое возможное будущее, к которому начнете стремиться, либо вы выберете вот это страдание, эту житейскую драму, где вы раз за разом с регулярной периодичностью будете попадать в ситуации, когда у вас скандал, конфликт, битье посуды, уход, дистанция, что-то еще. И самое ужасное, когда в таких парах растут дети, которые все это наблюдают. К сожалению, большинство взрослых людей, что мужчин, что и женщин, не понимает одной простой вещи. Если у вас есть дети, вы не имеете права находиться в таких отношениях, которые будут вашего ребенка травмировать и воспитывать в вашем ребенке роль хронической жертвы, которая не умеет и не знает, что такое любовь к самому себе и что такое любовь вообще. Потому что со всеми этими сценариями ваши дети выходят в жизнь и начинают новый виток эпопеи «Несчастная любовь» или драма какая-то, другая житейская. Ну что, давайте подводить итоги. Я хотела бы озвучить следующую мысль. Ваше человеческое счастье всегда зависит только от вас. Всю свою жизнь с момента рождения человек попадает и проходит через разные кризисы. Это неотъемлемая часть жизни и, самое важное, неотъемлемый элемент взросления. Важно понимать, что кризисы в семье – это все-таки порождение каких-то личных качеств и личных характеристик человека. Важно понимать, что любой кризис – это не повод бежать сию секунду и подавать заявление на развод или расставаться. Каждый кризис – это шанс на выздоровление личное или на выздоровление парное. Поэтому прежде чем расстаться, прежде чем поставить точку окончательно и бесповоротно, попробуйте что-то поменять в себе и посмотрите, как на это отреагирует ваш партнер или ваша партнерша. И если в этом случае действительно не произойдет никаких перемен, то вы с чувством собственного достоинства и с чистой совестью можете освободиться от этих не сложившихся отношений и дать себе шанс на построение чего-то более лучшего и более прекрасного для вас. Все мы люди, хотим любви и счастья, и все мы достойны любви и счастья. И самое ужасное, что может быть в нашей жизни, это провести всю жизнь с человеком, которого не любите вы или который не любит вас,
чтобы просто создать для себя какую-то иллюзию отношений и востребованности. Помните о том, что ваше время жизни ограничено. Люди не бессмертные, к сожалению или к счастью. Поэтому рано или поздно наш жизненный путь закончится. И было бы гораздо круто, если бы вы дали себе возможность прямо сегодня начать жить свою лучшую жизнь и перестать жить той жизнью, которая приносит вам слезы, печаль и неудовлетворенность. А если вы сейчас находитесь без пары, то будьте внимательны по отношению к тому, кого вы выбираете себе в партнеры. И помните о том, что люди меняются только в том случае, если они действительно хотят что-то в себе изменить. Не надейтесь на то, что если вы встречаете человека, который заведомо не соответствует вашим характеристикам именно личного контекста, личного плана, что этот человек будет каким-то другим. Нет, он не будет другим, она не будет другой. В большинстве случаев это будет еще хуже, чем вы себе представляете на начальном этапе. Поэтому именно ваш внутренний отклик на поведение и на слова человека должен стать тем самым компасом, указывающим вам правильное направление. Если вы чувствуете, что вы не испытываете какой-то легкости, свободы, приятных эмоций от контакта, то вряд ли они появятся впоследствии. Лучше не вступать в отношения с таким человеком, а все-таки искать того, с кем вам легко общаться. Потому что отношения – это время, которое вы прежде всего проводите наедине с самими собой и в паре, а не в каких-то социальных кругах. Ну и, конечно же, помните, что кризис – это не страдания. Кризис – это всего лишь опыт. Из каждого кризиса можно извлечь массу положительных вещей и использовать их в дальнейшем для того, чтобы обезопасить себя и сделать свою жизнь еще лучше, чем она была. Ну и, конечно же, всегда смотрите в будущее с верой. И никогда не стройте перед собой очень негативных, пессимистических сценариев, в которых вы совершенно одни, позабытые, позаброшены. Думайте о том, что все в вашей жизни еще будет, и вы сделаете максимум возможного для того, чтобы счастье и веселье в вашей жизни было всегда, а слезы, тревоги, печали и переживания исчезли как можно дальше. Если не полностью, то хотя бы большая их часть. Ну а с вами была Вероника Никитенко и подкаст «Поговорим». Пока-пока и до новых встреч.